Настоящий мастер маскировки, который приспособился к жизни в далеко не гостеприимных болотах. Этот хищник в полной мере овладел искусством рыбной ловли, а тесное соседство с рептилиями превратило его в умелого истребителя опасных змей. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – один из самых редких представителей семейства кошачьих – камышовый кот. Внешне камышовый кот напоминает домашнюю кошку, но в отличие от питомцев, дикий зверь обладает более солидными размерами. При длине тела около 70 см хищник нередко весит более 10 кг. Эти животные предпочитают теплый климат, и их можно встретить на территории Азии, Восточной Европы и Ближнего Востока. Как и другие кошки, камышовый кот – скрытный одиночка, который превосходно себя чувствует среди зарослей высокой травы, и болотистые низины становятся для него лучшими охотничьими угодьями. За размеры, образ жизни и мастерство охоты хищника также прозвали болотной рысью. В отличие от большинства родственников, кот часто выходит на промысел в светлое время суток. Жизнь камышовых кошек тесно связана с водой. Длинные ноги помогают не только ориентироваться в высокой траве, но и активно исследовать прибрежную зону. Являясь превосходным пловцом, он без особых усилий пересекает небольшие водоемы и может проплыть без остановки до 1,5 километров. В отличие от родственников, хищник совершенно не боится замочить шкуру, что порой приносит ему весомую добычу. В теплом климате сырая шерсть не доставляет особого дискомфорта. К тому же мех кота короткий и грубый, что обеспечивает быстрое высыхание. Рыба становится важным элементом рациона, и на обеденный стол охотника часто попадают карпы, караси и даже самы. Ухватить скользкую мишень не так просто, как кажется, но камышовый кот способен быстро приспосабливаться. И вот не самая типичная добыча уже ловко относится в безопасное место. Впечатляющее острое зрение и не менее острые когти, помноженные на врожденную ловкость, позволяют умело извлекать впечатляющих в размерах, но не слишком бдительных рыб, которые надежно фиксируются цепкими клыками и быстро извлекаются на сушу. Прибрежные обитатели также привлекают внимание рыболова. И если обладатель бронированного панциря лишь вызывает любопытство и побуждает исследовать загадочное существо, то медлительный краб может стать легкой добычей. Однако его тяжелые доспехи и мощные клешни намного усложняют задачу. Для опытного кота не составит труда расправиться с подобным соперником, но новичку после нескольких неудачных попыток остается лишь оставить несговорчивую добычу в покое. В любом случае, для взрослых животных подобные создания не представляют интереса. Молодые же охотники активно исследуют участок в поисках легкой наживы, которая зачастую оказывается недосягаемой. Птицы также становятся желанной мишенью. Особый окрас делает кота незаметным на фоне болотной растительности, а длинные ноги помогают ступать абсолютно бесшумно. Однако пернатые славятся своей бдительностью, и одно неловкое движение заставляет их мгновенно покинуть опасную зону. В целом, при ловле птиц камышовый кот почти не уступает каракалу. В обоих случаях длинные ноги и стройное тело родственников помогают настигнуть быструю цель даже в полете. Как и другие малые кошки, охотники уделяют немало времени грызунам, и мышевидные создания часто становятся ключевым объектом в меню. В зависимости от места обитания они могут занимать до 95% в рационе хищника. Терпению кота можно позавидовать. Он способен устраивать засады и подолгу выжидать, не издавая ни шороха. В решающий момент высокий прыжок и прицельное приземление часто помогают застать бдительную добычу врасплох. Густая высокая трава становится отличным местом для выведения потомства, и весной на свет появляются 2-3 котенка, которые стремительно подрастают под пристальным вниманием матери.
Еще будучи подростками, котята быстро приспосабливаются к особенностям жизни на болотах и успешно применяют полученные от кошки навыки. Конечно, их мастерства пока не хватает, чтобы поймать ловкую рыбу, поэтому приходится оттачивать рефлексы на заботливо предоставленном матерью трофея. Змеи, в том числе особенно ядовитые, являются типичными обитателями болотистых угодий, поэтому котятам стоит быть особенно аккуратными. Врожденные инстинкты подсказывают, что от такого соседа лучше держаться подальше. Взрослые же особи не намерены терпеть подобное соседство. Стройное гибкое тело и развитые рефлексы помогают вовремя уклониться от молниеносных атак, а прицельный удар острыми когтями становится эффективным способом, чтобы усмирить опасную рептилию. Змеи не входят в основное меню камышовых кошек, и в этом случае поверженный соперник становится наглядным пособием для котят, которым предстоит встретить немало рептилий на своем пути. Однако, если привычной добычи не хватает, хладнокровные создания вполне годятся для употребления в пищу. Стоит отметить, что рыси, живущие возле болот, также сознанием дела расправляются с опасными змеями, и при нехватке пищи могут включать их в свой рацион. Камышовый кот далеко не самый мелкий в семействе, однако теплый климат привлекателен и для куда более крупных хищников. Поэтому даже во влажных болотистых местах у него немало естественных врагов, основными из которых являются дальние родственники. К счастью, в основном кот охотится на мелкие цели, не составляя конкуренцию опасным соседям. К тому же его скрытность и молчаливость позволяют до минимума снизить внимание к своей персоне, поэтому неприятных встреч почти всегда удается избежать. Невзирая на скрытность, приспособленность и удивительное мастерство в охоте, камышовый кот является редким видом. Виной бедственного положения животных является браконьерство и активное уничтожение болотных угодий. И хотя сегодня охота на котов запрещена в большинстве стран обитания, численность животных продолжает уменьшаться. Уже совсем скоро эти уникальные охотники могут полностью исчезнуть из мест, которые тысячи лет были для них родным домом. Друзья, тем, кто досмотрел видео до конца, хочу порекомендовать свой новый канал, где будут выкладываться авторские видео о жизни диких животных, а именно кадры с фотоловушек и фрагменты моих встреч с лесными обитателями. Ссылка будет в описании. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!